Здравствуйте, мои дорогие. Любовная чашечка сегодня. Ой, тут от женщины к мужчине идет такой посыл, стрела какая-то. Это вы будете говорить вот от голосовых связок идет. У женщины накопилась какая-то. Ну знаете, тут не очень, наверное, и хорошие слова, то что-то вы будете высказывать мужчине. Накопилась какая-то такая тучка над головой. Она попала, ну, вот в голову, да, и вам теперь хочется высказаться. Вот стрелочка, которая здесь такая, видите, вот прям стрела. Будете высказывать какому-то мужчине что-то. Так, я вижу рак с одной клешней. Водная у нас тут рачок какой-то. Тут так интересно, будто бы этот рак откуда-то вылезает. Тут какой-то человек будет вылезать. Почему-то одна клешня. Интересно. Ну. Это может говорить как бы... Ну, не буду озвучивать что-то такое прям странное. Вот. Но тут могут говорить о том, что как бы неполноценно человек задействует свои усилия, может быть так. Какой-то человек, может быть, это знак зодиака, как раз рак, да, у него, и он будет выходить к вам, ну, стучаться, да. Также вижу девушка в фате, но она какая-то такая... Эта фата вроде как надета на корону, и вот она развивается. Очень похоже, что у девушки чувство к мужчине. Она фату-то приобрела, но у мужчины другой интерес абсолютно. Другой интерес, он ее как будто бы принуждает вот как-то так, или же манипулирует ею. Давайте поможем девушке осознать, куда она идет, не туда, короче, идет. Короче, тут могут говорить о том, что вы, ну, допустим, девушка готовится, увидела в мужчине, ну, тут не то, что готовится, нет, здесь никто не готовится, мужчина точно не готовится, да, то есть если у вас такая ситуация, когда вы готовитесь, и ваш мужчина готовится к свадьбе, это точно не ваше, я сейчас вам покажу другое, вот. Здесь говорят о том, что вот женщина, она вообразила, что мужчина любит ее, и надела на него вот все характеристики мужа. Но это не так. Мужчина думает о совершенно другом, вообще другим местом думает. И использует женщину. Вот. Давайте посмотрим, как, чтобы вы опознали, если это у вас так. А может, это у подруги ситуация. Вы говорили, этот мужчина говорил вам о свадьбе. Это был только разговор. Тут нарисована женщина в такой низкой позиции. Я вот прямо аж немножечко переймаюсь этой ситуацией. Почему? Потому что очень четкие образы. Мужчина сверху, женщина снизу. И она вот в воображении, что он... Вот эти два образа. Вот мужчина, вот женщина. Что вот он, это там будущий ее избранник. Абсолютно нет. Как вам... Вы говорили о свадьбе, окей, как вам обозначить его еще? Но он все равно заходит к вам в ваше пространство как недруг, и вы это чувствуете, вы что-то пропускаете, все равно позволяете ему вести себя как-то так. Да, это встречи, это обещание быть, обещания, но он не делает для вас толком ничего, абсолютно ничего. Вот. Это не друг. Это не друг, которому вы... Я не могу больше... Все, это просто плохой человек. Или ему нужны ваши деньги, если вы богаты. Если вы вообще вот как бы и абсолютно нет пока что, да, то... здесь человеку нужно что-то другое, да, то есть ему нужно другое, и он врет про то, что он богат, например, так. Проверьте человека в любом случае. Вам необходимо проверить человека. Вот буквально взять и проверить паспорт.
Здесь показывают женщину, которая боится, что не успеет в последний вагон. Мои дорогие, вот тут ситуация такая, что, значит, если не последний вагон, слава богу, да, то тогда пускай уезжает этот последний вагон, у вас будут еще теплоходы, самолеты, вертолеты и все остальное. Так, хорошо. Вот. Я прям вижу, что ситуация патовая, надо спасать. Вот. Если у вас, смотрите, если у вас все готовится, и ваш мужчина, вы прям видите, что он вас любит, это не ваша ситуация. Возможно, вам рассказывают о ситуации, там, например, вашей знакомой. Просто так ведь не может чашечка попасться так, да, и вот прям так долго я рассказывала. И яркие очень образы. Так. Что еще? Пока я не вижу таких прям образов, которые меня вот зацепили бы и сказали, что счастье в любви. Какая-то мечта, очень показана какая-то хлипкая мечта, которую бомбят со всех сторон. Она вот качается вот так вот из стороны в сторону. И вот сейчас упадет. Исполнится ли эта мечта? Мечта, мы говорим о любовной сфере. Вот любовная сфера, видите, любовь. Что это за мечта и почему ее бомбят, как будто бы со всех сторон. Вы ждете этот сюрприз. Но опять же, это только про любовь, да, то есть про отношения. Вы ждете будто бы, что вот любовь какая-то, да, она вас оправдает ваши ожидания. Может быть, это о человеке, который обманывает, что здесь уже насущное что-то. В общем, в любом случае, почему-то говорят, задумайтесь, правильно ли вы идете. Ваше внутреннее, оно чувствует, ваше сердце, оно чувствует. Если вы понимаете, что это что-то болезненное, что человек вас обижает, это не является вашей истиной. Это что-то, что цепляет, не знаю, вашу гордыню, что-то внутри вас, то, что не есть вы, да, и вот оно разговаривает с вами и говорит, что вот мне нужен этот человек, а он, например, вы чувствуете, что он плохо себя ведет по отношению к вам. Если человек действительно показывает себя с плохой стороны, там, не пишет, не звонит, обижает, абьюзит, и, не знаю, какие-то манипуляции проводит, то да уже не пишет и не звонит. Один день — это все, это до свидания. Но это если, естественно, человек не... есть такие оправдания, там, болезнь, фронт и так далее, да. Вот. Просто это, знаете, показывает человека, который тешит себя надеждой. Хорошо, если у вас такого нет, почему вам это показывают? Вот если вы четко понимаете, что нет, почему? Возможно, какой-то близкий человек находится в таком состоянии, и вас сейчас обращают на это внимание. Обратите внимание и попробуйте, посмотреть по сторонам. Нет, значит нет. Просто на будущее, значит, вот какое-то такое предупреждение. Чтобы потом не болела голова, нужно все-таки смотреть, что какой человек несет. Вот. Чтобы не попасться на легкомысленного человека, которому просто все равно. Вот. А женщина будет там, например, страдать. Если вы мужчина, и вот вам попадается такое, смотрите, с какой вы стороны. Возможно, у вас есть такая абьюзерша, а возможно, вы очень добрый человек, а возможно, наоборот, я не знаю. Вот. Но тут почему-то прям чашечка это кричит об этом. Постарайся сохранить себя, постарайся сохранить свое лицо, постарайся больше любить себя, да, меньше придавать значению человеку, который, допустим, отвернулся, вот как-то так. Если от вас отвернулись, отвернитесь и вы. Повернитесь к себе. Вселенная показывает, если человек отвернулся от вас, да, Вселенная показывает всем вниманием. Если это не вам, опять же, возможно, это вашим знакомым надо такое, да, и ваши слова могут помочь им. И подруга придет к вам и спросит, как быть, вот он не пишет, а вы можете, вы знаете, что говорить ведь.
Что если человек отвернулся, по-моему, Вселенная говорит о том, чтобы вы повернулись сама к себе, а не к нему. Вот. Вселенная делает такую услугу. Повернитесь сами к себе. Вот. Так, ладно. Ну, прям акцент такой мощный, но я не могу об этом не говорить. Ой, ну тут прям вот идет такая странная тема, будто бы действительно как что-то рождается, да, вот такое. Ну-ка. Или это так в хорошем смысле, в плохом? Ну, опять. Мужчина показывает себя со стороны «могу все, могу тебе все сделать». А вот смотрите, какая трансформация для женщины идет. Что для женщины это? Да, он в принципе влюбленный. Настолько, что может даже... Может, еще одну историю показывает. Почему-то эта чашечка сегодня у нас предупреждающая. Он очень ревнивый человек, может быть. Это другая история. Тут какая-то ревность. Это когда в красивой обертке дворянина спрятано чудовище внутри, которое может изменить жизнь, ну, не в очень хорошую сторону. Присмотритесь к человеку, который показывает, вот уже свое поведение показывает, да, он уже как-то проявляет себя. Вот если у кого-то такая история, это видно уже. Например, один раз там вы пропустили и сказали, да, ну, наверное, это показалось, да, второй раз показалось, третий это уже закономерность, вот как-то так. Ну, тут показывает человека, у которого такое воспитание, все, он не изменится. Вам сейчас говорят, что повернитесь, и либо вам, да, либо вашей знакомой какой-то, повернитесь к себе, все. Вот тогда будут приходить в жизнь прекрасные люди, прекрасные человеки, мужчины и женщины. Так, тут история интересна. Y идет. Y и Y. X. Ага. Y хромосома. Но здесь мужская такая энергетика. Тут очень много каких-то формул, вот я вижу почему-то. Так, а что это такое? Какой-то химик вам попадется, что ли? Не знаю. Физиолог. Как ученый какой-то. Но тут человек, который думает о своей работе очень много. Вот. Ну, может, кому-то такой действительно человек нравится, да. Тут просто голова забита формулами какими-то, просчетами, считает что-то, пишет, научные работы. Весь поглощен вот именно в наукой. И я тут не вижу женщину, да, то есть она как теряется вот за ним, что ли, вот как-то так. Ну, это для таких людей, вы знаете, если вы выбираете такого человека, женщина должна быть какая-то совсем сильная, такая духом, и прям знать, чего хочет. Например, он для вас как проект, может быть, я не знаю. Потому что здесь я не вижу отношения к женщине. Здесь я вижу отношение к науке у него есть. А вот отношение к женщине я не вижу. Крючок, который превращается в петлю. Господи, что это такое сегодня у меня за чашка? Осторожнее, потому что кто-то может влюбиться и попасться на крючок. Я уже дальше озвучила. 5 идет цифра 5 без
без вот этого козырька. Голову срывает крышу от любви. В общем так, всегда, когда срывает крышу, надо все равно крышу поставить на место. Да. Давайте будем ставить крышу на место. Ну, смотрите, тут говорят, что вы в любом случае можете прийти ко мне на канал, да, и получить ту самую помощь в тех раскладах, которые вы будете видеть. Вот, пожалуйста, друг, возлюбленная девушка, а вы найдете возлюбленного. Вот, я даже видела, как здесь двое людей познакомились на канале. И получить ту самую вот трансформационную такую пилюлю, да, которая поможет вам. Вот. То, что идет с потока, оно помогает и вам, и мне, и вашему окружению, потому что вы меняетесь, и окружение меняется вместе с вами. Мои дорогие, я благодарна вам, вот моя услуга для вас, и я хочу, чтобы в вашей жизни было только счастье. А если что-то огорчает, пускай это ненадолго. И ваши любимые люди, дорогие, близкие люди всегда радуют вас. Вы радуете их, побольше в вашей жизни подарков, хороших людей, прекрасных отношений. И пускай вы найдете того самого единственного, если его еще нет. Если он есть, пускай вы будете всегда вместе. И вот сердечко над вашим домом. Я благодарна вам за все, за ваши лайки, добрые слова, которые пишете в комментариях. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Жду вас на следующих видео и хочу, чтобы Вселенная вас в разы больше благодарила. Ну, вот как-то так. До новых встреч. Пока-пока.